Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Сергей Станкевич прямо сейчас на связи. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вас приветствует миротворец, христианский пацифист и гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». Давайте попробуем объяснить сложившуюся диспозицию, потому что очень много вот таких ярких событий, причем в военном плане и в внутриполитическом украинском плане. 9 мая близится, соответственно, вот к этому числу, да, к 9 мая сейчас вот происходят такие достаточно серьезные вещи, которые накаляют эмоциональный фон. Ну, что я имею в виду? Если угодно, мы там позже поговорим о Вучиче, который заболел в Америке и так с Трампом не встретился и возвращается срочно домой лечиться. Вылечится ли до 9 мая? Знак вопроса. Тоже такая история конспирологическая, загадка, да, вот так раз и заболел, понимаете? Трамп объявляет 8 мая Днем Победы у себя, уже готовится парад ко дню рождения и годовщине создания американских войск. И всячески так вот говорится о том, что какой-то гость может из Америки тоже приехать на парад. И вот к этой точке парада Украина будет ратифицировать нечто, что называется сделкой о недрах. Причем там 3 документа, из 3 будут 1 ратифицировать, 2 других ратификации не подлежат, объяснял премьер-министр буквально вчера. Но американцы называют это, каким-то шагом к установлению мира. Как вам кажется, на фоне вот этой эскалации, которая сейчас происходит, там удары по Харькову, ответ ВСУ по Крыму, Новороссийску, то есть это вот такой фон сопровождения выхода на какое-то решение, или решение невозможно? Давайте сначала откликнемся на то, что вот американцы там сделали 8 мая праздником. Дело в том, что это на самом деле я позитивно смотрю на этот шаг, потому что американцы до сих пор не считали дни 8 и 9 мая праздником для себя, то есть дни победы антигитлеровской коалиции над гитлеровской Германией. Они что отмечали? Так называемый D-Day – это годовщины высадки американских войск в Нормандии, на побережье Франции. Они это считали таким важным мемориальным днем. И отмечают еще они 3 сентября – это день окончания Второй мировой войны, когда они там с императорской Японией подписали финальный договор о капитуляции. А вот то, что они теперь объявили официально праздником 8 мая, и бессмысленно спорить, как правильно 8 или 9 отмечать, на самом деле это одно и то же событие, абсолютно. И бессмысленен и смешон. Вот. Это хороший шаг, это правильный шаг, это некий возврат американцев на Эльбу символический. Они опять вспомнят, как там происходила эта знаменательная совершенно встреча. Есть множество воспоминаний, снимков, прекрасных фильмов, снятых на эту тему. Так что это будет повод так вот символически, эмоционально для американцев вернуться именно к майским дням в Германии и в Берлине. Так что хорошо, это правильный знак. Кстати, раз уж говорить о поведении Трампа в этой связи, он опять говорит о вкладе тогда Советского Союза в общую победу и об огромных жертвах, которые он неверно оценивает количественно, но неважно. Главное, отдает дань памяти. Но вот опять он говорит, что чуть ли не американцы всех победили. И в этой связи я вспоминаю, был такой замечательный документальный цикл американский, который назывался «Неизвестная война на Востоке». Американцы создали этот фильм где-то в конце 60-х годов, они работали над ним. Он был формально совместный с Советским Союзом. Там Роман Кармен, великий документалист, участвовал в этом проекте. Но в основном все делали американцы под себя, под вкусы своих зрителей. И в первую очередь. И им были открыты все военные архивы. Они сами там рылись, сами отбирали все кино-фотодокументы. И сделали такой фильм, который, в принципе, поразил
поразил тогда и американскую, и значительную часть мировой публики именно тем, что открыл некие новости, что именно там была война, и какие были относительные вклады сторон, какие жертвы были понесены. Там, в частности, были показаны и концлагеря, и процесс их освобождения. В общем, пришла пора, видимо, достать этот замечательный фильм, выдающийся, несомненно, и еще раз пересмотреть. Как бы в России, скорее всего, не будет с этим проблем. А вот в Соединенных Штатах Америки, если бы прошли такие демонстрации, это было бы только на пользу. Ну и что касается теперь второй части, о которой вы спросили, по поводу того, что вот в эти именно дни будет некая ратификация происходить в Украине. Чего именно? На самом деле, если позволите сначала короткое отступление, потому что вот эта сделка ресурсная, как ее называли в последнее время, она ложится в некоторый правильный контекст. И если бы не этот контекст, ее можно было бы плохо воспринять. И я читаю много критики, в том числе и украинской критики, по поводу этой сделки. И страшные подозрения, что нас продали с потрохами, нас ограбили и так далее. Вот если поставить эту сделку в правильный контекст, то она выглядит несколько иначе. Вот почему. Я считаю, что сейчас созрели условия для мира. Вот именно сейчас хорошо, что именно к этим замечательным майским торжественным мемориальным дням созрели необходимые условия для мира. Их необходимо 5, 4 из них я уже наблюдаю. Первое условие – это окончание Курской эпопеи, Курской военной авантюры. Крайне важное условие. Значит, полностью восстановлен контроль российской стороны над всей территорией Курской области. Более того, там даже дальше несколько пошли войска, создавая некую буферную зону. Это отдельная как бы тема, как далеко она зайдет. Но территория Курской области, да, вновь возвращена под контроль Москвы. И это убирает очень важное препятствие на пути к миру. Еще украинской стороне, это ее в первую очередь дело, предстоит оценить, зачем это нужно было. Кто отдавал приказ, на что рассчитывал и кто пошел на такие жертвы. Жертвы с украинской стороны полностью непонятны на эту Курскую авантюру. Генштаб в лице его начальника Герасимова, Генштаб России, называет цифру 76 тысяч убитыми и ранеными. Значит, я думаю, что украинская сторона проведет здесь какую-то свою ревизию этой цифры. Нет, но вы же видите, что ревизия не проводится. Зеленский вот буквально вчера в вечернем обращении говорил, что ВСУ находятся еще на территории Курской и Белгородской областей. Ну, это, по-моему, просто треп. Никто там не находится на самом деле. Если кто-то и есть, то это вот те, кто пока еще скрывается, еще не вышел с белым флагом. Более того, там сейчас, конечно, будет восстановлена граница полностью, и охрана будет. И, кстати, в этой охране, скорее всего, смогут принять участие и корейские военнослужащие. Их участие было легализовано, объявлено. Есть соответствующий закон, есть соответствующий договор, мы знаем, да, о стратегическом союзе. Там статья 4, вот она сработала, и подтвердил вождь корейского народа Ким Чен Ын, что так будет и впредь, и что корейцы будут и дальше эту роль выполнять. Вряд ли они пойдут на какие-то иные территории, это выходит за рамки договора. А вот вдоль границы они вполне могут расположиться. И, скорее всего, так оно и будет. Но вот украинской стороне предстоит оценить заново потери в ходе Курской авантюры. И зачем это вообще было? Какое было обоснование? Как принималось это самое решение? И за что, собственно, погибли люди? Я думаю, что здесь есть все основания спросить по полной
строгости с организаторов, вдохновителей. Это несмываемый такой след оставляет на тех, кто сейчас руководит Украиной. Что касается... Но это, тем не менее, это первое условие. А я обещал вам назвать все 5. Значит, второе условие – это как раз вот заключение этой самой ресурсной сделки. Это важное условие, которое дает возможность Соединенным Штатам ощутить правильное место в процессе, в дальнейшем процессе миротворчества. Зачем они там вообще присутствуют? Потому что смысла никакого не было. Да, некая там то ли 1, то ли 2, то ли 3 сотни миллиардов были вбуханы, потрачены. Никаких жизненно важных интересов американских там не было и нет. И смысла участвовать в дальнейшем тоже не было. Кроме рисков развязать Третью мировую войну с ядерным продолжением. А вот теперь появился некий смысл в дальнейшем миротворчестве. Благодаря этой самой ресурсной сделки. Смысл, отнесенный в будущее. Ну, может быть, если вы захотите подробностей по анализу этой сделки, то мы можем вернуться к теме. Значит, третье. Готовность США начать признание определенных территориальных перемен, связанных с этим военным конфликтом. Соединенные Штаты заявили несколько раз на самом высоком уровне, что они готовы признать Крым в составе России. Узаконить вот это пребывание Крыма, переход его в состав Российской Федерации. Раньше ничего подобного не наблюдалось. Сейчас это стало практически официальной позицией. Вопрос только в том, как именно это можно оформить. Почему это важная такая предпосылка? Потому что она открывает возможность уже для России двигаться дальше. Полное непризнание к заключению финального мирного договора. Потому что полное непризнание ничего, включая Крым, создавало некий военный тупик и обрекало Кремль на необходимость, ну, просто, так сказать, и исходя из конституционной ситуации, исходя из внутриполитической ситуации, из геополитики, просто продолжать вот военные действия. Хотя бы готовность к хотя бы частичному признанию, привязанному к Крыму, где, казалось бы, с точки зрения Кремля вообще никаких сомнений, колебаний и дискуссий быть не может. Вот эта готовность – это некий сигнал к тому, что да, можно договариваться, да, Соединенные Штаты – это партнер в ходе дальнейшего миротворческого процесса. Более того, если происходит признание со стороны Соединенных Штатов и только Соединенных Штатов, никакого больше признания не нужно. Это открывает возможность для того, чтобы начиналась некая нормальная экономическая, культурная, социальная, какая угодно жизнь в Крыму, чтобы туда пошли инвестиции, чтобы восстановилось транспортное сообщение, и чтобы с каждым годом все больше и больше стран переходило вот на сторону признания. То есть это некий такой позитивный с точки зрения Кремля тренд, который станет мощным стимулом к тому, чтобы двигаться быстрее в сторону финального мирного договора. Наконец, четвертое – это готовность обеих сторон, и Киева, и Москвы, к прямым переговорам друг с другом. Но тут возникают вопросы. Подождите, этой готовности нет. Ну, во всяком случае, о ней было заявлено. Москва заявляла и подтверждала. Киев заявлял, но не подтверждал. Но, тем не менее, слово прозвучало. Да, мы готовы к прямым переговорам. Причем Москва заявила о готовности к прямым переговорам немедленно, без всяких условий. И даже убрала условие, что вы сначала отмените вот тот самый злополучный указ с самозапретом, который Зеленский подписал на основе решения Совета национальной безопасности и обороны. Значит, даже не нужно убирать этот приказ. Просто игнорируйте его, если это позволяет украинское законодательство. И давайте даже будем и без всяких условий напрямую разговаривать. Что касается Киева, там прозвучала готовность, да, готова к прямым переговорам. Потом возникли некие сомнения, колебания.
что нет, поставили условия. Без перемирия не можем. То есть сначала перемирие, потом прямые переговоры. Тем не менее, это создает почву. Тут надо просто будет, видимо, дожать эту тему, довести ее до результата. И более того, я скажу, более того, ну, как бы мог поступить Зеленский, если представить себе, что у него есть желание ускорить миротворческий процесс. Ну, почему бы не сказать? Вот Москва там провозгласила, да, трехдневное перемирие 8, 9, 10 мая. Мы готовы присоединиться, первое. Потому что украинцы тоже воевали. Для нас это тоже праздник. Украинские героические воины внесли, несомненно, огромный вклад в общую победу антигитлеровской коалиции над гитлеровской Германией. Мы чтим этих героев. Мы ухаживаем за их могилами. Мы готовы в эти дни вместе со всеми, так сказать, семьями ветеранов, сами-то ветераны вряд ли дойдут уже, а вместе с семьями ветеранов пойти на эти мемориалы. Сергей Борисович, вы какой-то анекдот рассказываете. Секунду, я говорю о желаемом. Как бы я, за какими могилами ухаживают? За львовскими, которые с холма славы советских солдат эксгумировали на днях? Читаю об этом с болью в сердце. Именно в эти дни. Вот именно в эти дни они пошли и стали рушить могилы. Именно в эти дни. Оскорблять, плевать. Сукины дети. Ну, Бог и не только Бог им судья. Вот все-таки я о своей мечте до конца скажу. Вот он все это мог произнести, в конце концов. Потому что действительно это мемориальное событие, это часть национальной истории Украины, украинского народа и так далее. А дальше он мог бы сказать, а давайте в эти 3 дня, мы поддержим, во-первых, перемирие, а во-вторых, я предлагаю послать делегации в Эр-Рияд, в Эмираты, куда угодно, хоть в Турцию, да, посылаем делегации и попробуем за это время быстро согласовать все необходимые условия для того, чтобы после 3 дней еще 30 могло продолжаться перемирие. Ведь оно может продолжаться. И на самом деле ничего не против со стороны Кремля. Кремль всего лишь говорит, ну, очевидные вещи. Ребята, на 3 дня мы можем односторонне что-то провозгласить. Но на 30 дней и более с правом продолжения это надо организовать. Ну, надо организовать. Потому что если мы просто провозгласим, а потом кто-то начнет стрелять и все сорвется, то вся эта партия войны повылезает из углов и из-под лавок и скажет, ну вот, вы видите, нельзя, это они сорвали, да? Это они там провокацию устроили. Поэтому все, никаких перемирий мы попробовали, не получилось, дальше только война. То есть дискредитируют саму идею перемирия на будущее. Вот шарахнув его неподготовленно. А на самом деле надо готовить. Надо договориться о том, что мы все виды боевых действий прекращаем. Мы прекращаем одновременно на эти 30 дней. И далее, если будет продолжение, всю военную логистику. Да? Все поставки, перевозки там, вооружений, войск в сторону линии фронта. Мы прекращаем все фортификационные работы вдоль линии фронта. И мы устанавливаем порядок контроля за соблюдением перемирия, это важно, и так называемый полевой арбитраж. То есть где-то что-то там нарушено, кто-то там куда-то начал стрелять, есть некий полевой арбитраж, приехали, разобрались, чтобы из-за каждой провокации, а они точно будут, не срывать в целом перемирие, чтобы быстро разбираться. И вот это все называется организацией любого долгосрочного перемирия. Вот хотели бы, сразу бы согласились, туда это нужно сделать, украинская сторона. И вот в эти бы дни, да, святые, торжественные дни, послать делегации, чтобы быстро договориться и 3 дня превратить в 30. И тогда, да, вот оно перемирие, и начинаем на этой позитивной волне. Мы смогли, мы договорились. В условиях некого 30-дневного перемирия давайте уже говорить о финальном договоре мирном. Давайте напрямую разговаривать. Американцы пусть поприсутствуют, послушают обе стороны. Почему нет? Почему не быть им свидетелями
вот этого диалога. Это тоже неплохо, потому что не будут потом ссылаться, что нас неправильно поняли. Ни та, ни другая сторона. Это возможность открыта, я еще раз хочу сказать, минимум доброй воли сейчас из Киева, и она может заработать, но я разделяю ваши сомнения, особенно учитывая тот факт, что это глумление в майские дни, святые майские дни, это глумление над солдатскими могилами на западе Украины, оно из Киева никак не оценено. Вообще никакого отклика нет. Слова не сказано. Да? Вот как можно, не сказав ни слова по этому поводу, потом говорить о своей верности, памяти о великом подвиге? Я не понимаю этого. Но, тем не менее, это факт. И вот 4 условия. Это, значит, окончание Курской эпопеи, это заключение сделки между Киевом и Соединенными Штатами, это готовность США начать признание Крыма, это готовность обеих сторон к прямым переговорам. Вот 4 условия, которые прямо готовят почву для финальных мирных переговоров. Нет только 5-го элемента. Как всегда, помните, был такой замечательный фильм «Пятый элемент», да, с Милой Йовович, украинского происхождения девушка. Так вот, этот самый 5-й элемент – это любовь. Вот нет 5-го элемента, нет любви к миру у руководства нынешней Украины, потому что на самом деле, даже когда она говорит о мире, вот некий привкус всегда присутствует. И формальная вот эта постоянно, ежедневно сейчас заявляемая готовность, мы без всяких предварительных условий немедленное перемирие готовы. Да? На самом деле, если не организовывать, это только подрыв и дискредитация. А кроме того, есть еще и интервью последнее по времени Ермака газете «Гардиан», ну, просто диву даешься. Там прямо отыгрывается он назад полностью и говорит, что на самом деле это все только отвлекает, все эти переговоры о мире, это все только временные паузы, а наша цель – это война, и война опять до победы. Запутались отцы украинской демократии в своем целеполагании. Но надеюсь, что найдут все-таки правильный путь. Если мы сфокусируемся вначале на сделку. Маргарет Тейлор Грин, конгрессвумен, раскритиковала ее в пух и прах. Говорит, а что это мы должны добывать какие-то ресурсы непонятно где? У нас есть своя Америка. Тоже можно покопать редкоземельные металлы и другие. Давайте заниматься внутри. Что-то мы туда лезем вообще? То есть, тем более там коррумпированная страна, ужас и кошмар, эти договоры какие-то непонятные. Как вам кажется, и тут ходят кулуарные слухи, это верится, конечно, свежо предание, но верится с трудом, что есть какой-то последний шанс или какая-то последняя вероятность того, что депутаты таки не ратифицируют и будут требовать полный договор, а не вот эта залипуха, которую преподнесли и подсунули. Причем пример четко говорит, гарантии безопасности с договором вообще никаких не связаны. Что вы думаете по судьбе этой сделки? Действительно ли для того, чтобы затягивать войну, затягивать процесс? То есть мы принимаем ваши пункты, да, вот эти условия к выходу из войны, их 5. Где-то есть подвижки, где-то нет подвижек. Например, как в любви к миру. Но если, например, выбить эту сделку и протянуть еще затянуть, то есть с ратификацией парламента, 8-го не проголосуют и так далее, то, как вам кажется, вообще имеет смысл она? Сначала пару слов в защиту Марджори Тейлор Грин, которую почему-то принято считать какой-то сумасшедшей теткой, которая не весь что несет, там, мечется. Значит, она в чем права? Она во многом не права, а вот в этом своем утверждении она права. А вы знаете, какая страна занимала долгое время, десятилетиями, первое место по добыче редкоземельных металлов? Китай, судя по всему. Первое место в мире.
Соединенные Мгм. Штаты в течение 30 лет лидировали. Первое место в мире по добыче редкоземельных металлов. Понимаете? Вплоть до 90-х годов. На первом месте были. Далеко отставал Китай. Проблема в чем была дальше? Почему Соединенные Штаты утратили это первое место? Потому что эти самые редкоземельные элементы и близкие к ним многие элементы важные, цветные там металлы и так далее, ведь их мало добыть, их надо еще очистить, потому что они все, как правило, в примесях, достаточно сложных примесях, а редкоземельные в очень сложных примесях. Это все оксиды. И надо переработать в конечные какие-то важные, ценные изделия. Вот все это было создано в Китае. Все это. Вот за последние десятилетия. Вот за последние 20 лет это все перетекло в Китай. И именно там теперь сосредоточено. По некоторым этим самым редкоземельным металлам очистка и переработка на 80, на 90% в Китае. А по некоторым 100% очистки и переработки там. Почему? Потому что технологически довольно сложно и трудоемко. Довольно сложные экологические последствия. Там очистительные сооружения нужны всякие непростые, каскадные такие. Да? Вот. И, конечно, труд. Трудоемкий довольно процесс. Все это, увы, ушло из Соединенных Штатов. В Калифорнии, в Соединенных Штатах есть крупнейшее в мире, до сих пор крупнейшее в мире месторождение редкоземельных металлов. Маунт-Пасс, посмотрите, сосредоточено в Калифорнии. И именно там все это добывалось. Потом прекратили вообще добычу. Все, кто там добывал, обанкротились. Потому что некому работать. Некому добывать. А если пытаться привлекать рабочие руки путем, так сказать, накачивания там заработной платы, другие всякие условия замучают судами экологическими одними. В общем, сбежали оттуда все компании, все обанкротилось, закрыли Маунт-Пасс. Сейчас пытаются вот в последние там, примерно 5, 6, 7 лет активно восстановить. Очень с трудом идет. Потому что создать горнорудное, добывающее, очистное производство, ну, это 10-15-летний цикл. 15-летний цикл трудоемкий. И, как посчитали там американские специалисты, у них к 30-му году идут на пенсию последнее поколение горнорудных рабочих. Все. Их завозить придется. Ну и так далее. В общем, в чем права это самое Тейлор Грин, что, конечно, подумать о своих месторождениях могли бы американцы и каким-то образом позаботиться о них. Потому что даже то, что добывалось на Маунт-Пасс, это в виде концентрата везлось в Китай и там перерабатывалось. Вот все эти 2 десятилетия 21 века это так было. И поэтому возникла критическая зависимость именно в этом звене американцев. Чего они сейчас спохватились-то? Да? Вот, потому что во всех передовых самолетах системы управления от F-35 и выше, там нужны редкоземельные металлы. Во всех системах РЭП, радиоэлектронной борьбы, там нужны редкоземельные металлы и так далее. Вот они сейчас спохватились, мечутся, ищут, но Украина здесь не помощник, это точно. Что касается этой ресурсной сделки теперь конкретно. Зря ищут здесь страшную зраду. Хотя все равно будут искать. Но никакой там страшной, жуткой колониальной зрады, конечно, нет. Тут было 2 варианта. Или все делаем быстро и создаем ситуацию большой задолженности, дружественной по отношению к Соединенным Штатам Америки. То есть вы признаете, что вы нам должны крупную сумму, там то ли 300, то ли 100 миллиардов долларов, мы становимся управляющим кредитором. У нас появляются некие права, некая ответственность. Мы не можем допустить, чтобы кто-то пришел, разгромил и захватил нашего стратегического должника. Мы, как управляющий кредитор, не можем. Мы получаем права и ответственность. По непонятной мне до сих пор причине, не была подписана вот эта простая довольно сделка, которая просто создавала для Соединенных Штатов
ситуацию ограниченного внешнего управления. Все, выкинули, отвергли. То, что подписали сейчас, значит, здесь вроде бы каждый получил свое. Украинцы ушли от фиксации долга. То есть, все то, что было до сих пор поставлено, там, то ли на 100, то ли на 300 миллиардов, это уже не долг. Это как бы забыли, это был подарок. Но США при этом ушли от любых гарантий безопасности по этой же сделке, которая подписана. Вы уходите от фиксации долга, мы полностью уходим от гарантий безопасности. Даже от прямых точно уходим, и даже от косвенных, которые возникали у управляющего кредитора. Мы тоже от них уходим. Ребята, вы не хотите, все. Значит, теперь все, что будет дальше поставляться, вот по условиям этой сделки, да, поставляться ведь будут не новейшие вооружения. Штаты не поставляли новейшие вооружения. Они как делали? Они свои склады освобождали от старья, от того, что уже давно, так сказать, по срокам надо списывать. Новое производили к себе на склад, замещали, а старое перевозили и отдавали, да, на убой. Вот это все можно продолжить теперь, в принципе. Оценивать, естественно, будут по рыночной стоимости, достаточно творчески подходя к оценке. Кроме того, туда же будут добавлять все услуги, там, с транспортом, с перевозкой, с логистикой, все консультации, всю техподдержку, связанную с сопровождением. Это все будет щедро оценено. И на всю эту сумму будет засчитываться американский взнос вот в этот самый создаваемый инвестфонд. Таким образом, да, довольно быстро можно, где-то за год нарастить вполне так называемую дружественную кредиторку, где-то, за 100 миллиардов, я думаю, можно. Смотря, насколько творчество разгуляется здесь в оценках. Вот, видимо, этим Соединенные Штаты и сейчас и займутся. Что из этого выйдет? Ничего такого особенного сейчас не выйдет, потому что все это теперь имеет смысл. Вот этот инвестфонд, создаваемый Украиной и Соединенными Штатами, только после того, как военные действия будут закончены, более того, надежно закончены, с подписанием мирного договора, с его ратификацией, обмен ратификационными грамотами, начало какого-то реконструктивного процесса, какие-то гарантии безопасности для инвесторов возникнут. Только тогда внешние инвесторы, может быть, потянутся в Украину, скажут, мы хотим здесь что-то добывать или здесь что-то построить. В этом случае они будут обязаны по этому договору, во-первых, значит, покупая лицензию, сразу включить в договор, что они осведомлены об этом, и 50% пойдет Соединенным Штатам. Фактически 50% пойдут в этот фонд. Да, в перспективе какой-то достанутся, может быть, что-то и перепадет Америке. Во-вторых, они обязаны будут, если Штаты, проинформировать Штаты обо всем, что они намерены делать, что они будут строить или добывать. И если Соединенные Штаты скажут, нам это интересно, они обязаны будут в первую очередь с ними обсудить, а не хотят ли Штаты зайти в эту сделку. И только если Штаты откажутся, у них право первого отказа. Только тогда кто-то другой еще может поучаствовать. Штаты получили то, что хотели. Что получает Украина, сейчас ничего. Получается, что британцев обманули. Мы не знаем, о чем с британцами договаривались. И более того, я думаю, вот там записано субординирующие условия. То есть, о чем бы там ни было потом с этими самыми британцами договорено, они же ничего не добывали, да? Вот если бы они уже зашли и добывали что-то, тогда да, тогда как бы это можно было сохранить. А поскольку они не заходили, не добывали, то о чем бы там с ним кто не договаривался, причем договаривались ведь на каком уровне? Устно, что ли? Или что-то тайно подписали, но не ратифицировали, гроша ломаного не стоят все эти обязательства. А американцы после ратификации, несомненно, будут обладать абсолютным приоритетом на все ресурсные операции,
Туда, кстати, записано, кроме пресловутых редкоземельных металлов, я посмотрел список, там и все цветные металлы упомянуты, и черные металлы упомянуты, и нефть, и газ, и вся инфраструктура с ними связанная. В общем, все там упомянуто. Так что американцы себе на будущее застолбили как минимум надзирающий контроль и участие выборочное там, где это интересно. Но все это имеет смысл только после полного и окончательного завершения всех военных действий, подписания мирного договора. Так что вот какого-то немедленного действия это соглашение иметь не будет ресурсное, абсолютно. Ничего Украине оно не принесет. И более того, американцы ушли от каких бы то ни было обязательств по безопасности, прямой или косвенной. Вот таков мой вердикт после ознакомления с документом. Так получается, что это не пункт, приближающий. Какой контекст тогда делает эту сделку? Пункт приближающий. Потому что он успокаивает американцев. Дескать, ребята, оставайтесь. Вам есть смысл оставаться в процессе. Они могут устраниться от активной роли посредника. То есть, они могут перестать принуждать стороны. Вот один раз посадить за стол, может быть, да? Или вообще даже одного раза не сажать. Сами, дескать, сами действуйте. Или один раз посадить, а потом дистанцироваться и ждать, когда стороны договорятся, заключат мирный договор, ратифицируют, а тогда можно появиться в качестве главного распорядителя ресурсов и инфраструктурных объектов вот с этой серьезной бумагой. Потом, когда наступят условия. Но Украина ничего не получает, а привязка некоторая у Соединенных Штатов к миротворческому процессу имеется, и заинтересованность определенная в том, чтобы ускорить наступление мира и наступление для них таких коронных прав главного смотрящего за украинской реконструкцией, вот захочется им, может быть, приблизить. Так что, как стимул, это работает. Но для Штатов. А что получает Путин взамен этой сделки? Но Путин как бы по этой сделке вроде ничего. Вот эта идея насчет того, что можно Россию лишить этой самой атомной станции ЗАЭС, Запорожской атомной станции, но эта идея явно от лукавого. Она, конечно, не сработает, потому что я посмотрел тоже документы, там уже, так сказать, установлено право собственности, включена эта станция вместе, так сказать, со всей инфраструктурой и территорией, включена в корпус, значит, государственной собственности. Там есть уже все правовые решения по поводу этого самой ЗАЭС. И самое главное, там есть, я увидел, все планы по ее дальнейшему использованию. Каховскую ГЭС там нет смысла восстанавливать. Более того, даже нет смысла плотину восстанавливать и Каховское водохранилище. Потому что там уже возникло русло, нормальное русло Днепра, историческое, восстановилось удивительно быстро, кстати, как вот и не бывало. Днепр себе нормально течет, никакой критической зависимости для вот этого пруда охладительного на ЗАЭС нет. Там в основном по замкнутому циклу вот это водное охлаждение работает. Если нужно будет этот пруд пополнить, есть другие источники, лишь бы там военных действий не было. А воду для Крыма можно иным способом, без Каховского водохранилища, обеспечивать. Там есть возможность, как раз используя энергетику ЗАЭС, обеспечить перекачку прямо из Днепра. Есть соответствующие наработки. Ну и самое главное, что там 4 линии высокого напряжения идут в сторону Крыма и частично в сторону Донбасса. И там можно сделать огромное нормальное производительное энергопотребление. Вот в Крыму сейчас работает что? Работает собственная генерация, преимущественно газовая, и вот этот энергомост из Кубани. Но электричество довольно дорогое.
тем не менее. А вот если дешевое электричество поступит от атомной электростанции, а его там просто немерено возникает, если все блоки запустить, ну, то это самое на дешевом электричестве там может и сельское хозяйство, и весь курортный комплекс, и все что угодно может довольно быстро и конкурентно с низкими ценами, благодаря низким энергозатратам, в общем-то, процветать. Так что, я так понимаю, нацелилась российская сторона на то, что энергопотребление будет найдено для ЗАЭС, и поэтому передавать куда бы то ни было станцию не будут. Но на что, наверное, пойдет российская сторона, это мое предположение, можно создать трейдинговую компанию. То есть, само производство электроэнергии останется российским, а вот как продавать производимую электроэнергию, может возникнуть трейдинговая компания, да, с долями участия, какое-то акционерное общество, и туда могут зайти в том числе и американцы, почему в принципе нет, которые как раз и будут продавать на другую сторону Днепра электричество. Это возможно. Так что здесь во всем можно найти какие-то разумные развязки по налаживанию мирной жизни, как только мы с Божьей помощью и с помощью пятого элемента, который пока отсутствует, покончим с боевыми действиями. Сергей Борисович, Зеленский делает заявление, его тиражируют, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая. Это прямой отказ от любых видов перемирия, которое предлагает российская сторона? Ну, это, к сожалению, провокационное заявление, и ни к чему хорошему оно не приведет, в том числе и для Зеленского. Ему не стоило усугублять неизбежную ответственность, которая для него возникнет по завершении военных действий. Я в данном случае имею в виду в том числе и Курск, о котором мы говорили в начале. Не надо ничего уже усугублять. Думаю, что некая договоренность с американцами, не публичная, на эту тему существует. На тему того, чтобы убедить украинскую сторону ничего не предпринимать относительно вот, ударов по Москве возможных в эти дни, когда там присутствуют делегации из нескольких десятков стран, в том числе и на высшем уровне. Вот сейчас каким образом долетают эти самые дроны, куда бы то ни было, вглубь России, там сплошной линии противодроновой обороны невозможно выстроить, слишком продолжительная территория. Но там выстраиваются на наиболее дроноопасных таких направлениях, выстраиваются, соответственно, какие-то заградительные пункты противовоздушной обороны, ПВО. Американцы, используя свою спутниковую разведку, видят ситуацию и могут помочь обойти этим дронам украинским, обойти пункты противовоздушной обороны и долететь до той или иной цели. Вот если американцы не будут этого делать, то, собственно, ни один дрон-то и не долетит. Достаточно серьезные там оборонительные заслоны выставлены. И я думаю, что американцы не просто вот откажут в проводке этих дронов. Я думаю, что они еще и достаточно жестко предупредят, что этого делать не надо. Может быть, уже предупредили. Посмотрим. Если вдруг все-таки какой-то инцидент произойдет, я боюсь, что тогда возможно короткое, но совершенно радикальное обострение военного конфликта. Причем будет снят негласный запрет, который до сих пор действует. Этот негласный запрет означал, что никаких ударов, ставящих под угрозу личную безопасность руководителей украинского государства, не наносится. И этот запрет существовал вот до последнего времени, и он твердо соблюдался. Ну, в случае такого рода крайне оскорбительной, тяжелейшей провокации, я боюсь, что этот запрет будет снят. Причем он будет снят, может быть, даже не только для
воздушных ударах. В общем, не дай бог, чтобы что-либо подобное случилось. И искренне надеюсь, что этого не будет. Можно сказать, что вот здесь какой-то такой момент внутреннего просветления в Киеве должен наступить. Может быть, именно в эти дни. Я бы посоветовал Владимиру Зеленскому сходить на могилу деда и с отцом переговорить на эту тему. Уверен, что какие-то правильные слова прозвучали бы и свыше, и вот в прямом общении с отцом. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Сергей Борисович, спасибо большое за время и мысли. Мира, благополучия. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.